Почему некоторым людям так сложно учить языки? За столько лет преподавания и изучения языков мне захотелось разобраться в одном вопросе по-настоящему, что на самом деле лежит в корне трудностей с языками. Потому что такие люди реально существуют, они стараются, занимаются, но язык как будто бы не держится, улетает быстрее, чем успевает осесть. И большинство из них в какой-то момент приходит к одному и тому же выводу. Ну, наверное, у меня просто нет способностей. Но на самом деле способности есть у всех. Только у части людей три конкретных механизма работают слабее. Именно они отвечают за то, как мозг усваивает язык. Сегодня я расскажу, что это за механизмы и главное, как их можно развить. Первый механизм– это способность слышать и воспроизводить звуки. По-научному это называется фонетическим кодированием. Простыми словами, это умение различать новые звуки, точно их воспроизводить, распознавать слова на слух и имитировать интонацию и акцент. В английском есть такие примеры. Ship и sheep, bit и beat, live и leave, fall и fool, pull и pull, в которых только один звук отличается, и вот они звучат очень похоже, для многих даже одинаково, но разница в смысле очень большая. Или возьмем испанский. Pero как но и perro как собака. Одна буква R или две, и это совершенно разные слова. Если ваше ухо не различает этот вибрирующий звук, то вы будете путать эти слова очень долго. Как тренировать данную способность? Существует так называемая моторная теория языка. Это идея о том, что мы понимаем речь не ушами, а ртом. Точнее, мозг понимает звуки речи через то, как сам бы их он произнес. Когда мы слышим слово, мозг не просто декодирует акустический сигнал, а еще симулирует артикуляцию. Какие движения губ, языка, гортани нужны, чтобы этот звук издать. И через эту моторную симуляцию опознает фонему. И хотя все еще ведутся споры на тему ее правдивости, какая-то часть данного предположения все-таки является правдой. И вот именно это то, что нам стоит тренировать для улучшения навыка воспроизводения звуков на иностранном языке. Первое, что я предложу, здесь будет звучать немножко странно, но это уроки вокала или изучение музыкального инструмента. Если вы уже взрослый человек и создание музыки прошло мимо вас, это настоящий повод попробовать себя в новой сфере. Изучение инструмента или уроки вокала помогут вам начать лучше осознавать звуки, копировать их и воспроизводить голосом. Ни для кого не секрет, что музыканты и певцы в среднем лучше различают фонемы чужого языка, чем люди без музыкального опыта. Второй инструмент– это теневая техника или shadowing. Вы слушаете носителя и повторяете за ним вслух, копируя ритм, интонацию и звуки. Это самый прямой способ тренировать фонетическое кодирование через регулярную практику. Рекомендуется делать это упражнение каждый день по 10-15 минут. Второй механизм, который лежит в корне изучения иностранного языка, это грамматическая чувствительность. Это умение замечать структуру языка без того, чтобы вам кто-то объяснял правила. Вы просто чувствуете, что что-то звучит не так, или наоборот, видите определенные паттерны в изучаемом языке. Например, в английском I'd been waiting и I waited оба по-разному связаны с прошлым, но мозг носителя чувствует разницу мгновенно. И вот грамматическая чувствительность и есть умение улавливать такие вещи. Как ее развивать? Первый способ– это рассортировочные упражнения. Берете 10-15 предложений на изучаемом языке и раскладываете их на группы только по ощущению сходства. Например, в испанском одна группа с comi, llegué, salí, вторая с comía, llegaba, salía. Можно через ИИ делать предложения с теми грамматическими темами, которые встречаются на вашем уровне, но вперемешку. Вы их потом группируете по сходству и проверяете ответ также через ИИ. Второй способ тренировки– это поиск ошибок. Берете предложения с намеренными ошибками, но без подсказок и категории ошибок. Например, She have been working here since 2019. Или Ayer fui al mercado y compro verduras. Ваша задача– это уловить, где сбой, и исправить. Это упражнение отлично работает, потому что требует внутреннего эталона. То есть вы не применяете правила, а сравниваете с тем, что уже осело в голове из прочитанного и услышанного. Именно так и работает интуиция носителя языка.
Оба упражнения хорошо работают в паре с большим количеством чтения и аудио, так как они дают мозгу материал, на котором и строится данный эталон. Третий механизм связан с предыдущим. Это способность к индуктивному обучению. Это умение самостоятельно выявлять закономерности и запоминать лексику через контекст. Вы видите слово в разных ситуациях и постепенно понимаете, как оно работает, без того, чтобы смотреть в словарь каждый раз. Например, в английском вы встречаете слово keep в разных контекстах. Keep going, keep quiet, keep in mind. И постепенно понимаете, что это не просто слово держать, а целая логика удержания состояния. И никто вам не объяснял правила, но паттерн сложился сам через повторение. Здесь важно поговорить об одном навыке, о котором редко говорят напрямую, а который является основным для развития данной способности. Это умение угадывать значение из контекста. Без него индуктивное обучение просто не работает. Многие изучающие при виде незнакомого слова сразу тянутся к словарю. Это понятная реакция, но она подрывает развитие индуктивного мышления, потому что именно в момент, когда вы пробуете вывести значение из контекста, мозг строит связи между словом, его окружением, ситуацией, интонацией. И вот если вы перескакиваете к переводу, то этого не происходит. Представьте, что вы читаете по-английски и встречаете незнакомое слово dusk. Контекст такой. Герой вышел на улицу at dusk, когда фонари только начали загораться, а небо стало глубоко оранжевого цвета. Вы еще не знаете слова, но уже чувствуете по контексту, что это что-то между днем и ночью, самый конец дня. И вы правы, так как dusk — это сумерки. Но имейте в виду, чтобы такой подход работал, вам нужно аккуратно подбирать материалы для чтения и аудирования, потому что если уровень слишком высокий и слишком много незнакомых слов, то становится практически невозможным что-либо угадать, так как сам контекст непонятен. Если материал правильно подобран по уровню, то важно запомнить только одно правило здесь. Просто позволяйте себе пройти мимо незнакомого слова хотя бы один раз. Продолжайте читать или слушать. Можете вернуться пару раз, перечитать, осмотреть эту часть информации как одно целое. Дайте контексту шанс сработать, дайте мозгу немножко поработать с самым словом, покрутить, повертеть его, потому что именно эти действия и усилия увеличивают шанс, что вы его запомните. Вы всегда потом успеете заглянуть в словарь. Еще один инструмент тренировки индуктивного обучения — это метод предсказывания или nexting. Читайте или слушайте текст и останавливайтесь после каждого предложения, пробуя предсказать следующее слово или структуру. Это именно то, что делает мозг-носитель автоматически. Они всегда на шаг впереди, потому что усвоили статистику языка. Например, в английском после not only предсказывайте but also. Или если я вам скажу на русском, чем больше тренируешься, то вы дальше ожидаете тем что-то больше, меньше, проще и так далее. И тренируя это осознанно, вы ускоряете формирование той же статистики. Лучше всего это работает с аудио. Поставили на паузу, сказали вслух, что будет дальше, включили и проверили. На первом высшем в Сербии я изучала литературу, и еще тогда развела одну любопытную привычку. Каждый раз, прежде чем начать читать новую новеллу или рассказ, я сначала читала последнюю страницу, а только потом начинала сначала. Таким образом, мое чтение всегда было таким интерактивным и вовлеченным, потому что в процессе я постоянно пыталась отследить намеки, паттерны, которые могли бы привести к тому, что я запомнила с этой последней страницы. В языках для этого я использую обязательный повторный просмотр и прослушивание материалов, потому что когда мы слушаем или читаем что-то первый раз, мы же не знаем, к чему все это приведет, и это усложняет процесс улавливания языковых паттернов и намеков. Но по второму или третьему кругу, когда уже известно, чем это все закончится, гораздо проще управлять вниманием и ловить все языковые нюансы. И последний инструмент, который вам поможет, это межязыковое сравнение. Например, берете один и тот же короткий текст на английском, испанском и русском и ищите структурные различия. То есть не сверяйте перевод, а именно надо смотреть, как устроено предложение вот тут и вот тут. Например, в английском I've been living here for 5 years — это целая конструкция с present perfect continuous и chunk for и период времени. В испанском Llevo 5 años viviendo aquí — совершенно другая логика.
Глагол «llevar» в простом настоящем presente de indicativo с герундием несет всю смысловую нагрузку. Это помогает нам видеть языки как системы с разной логикой, а не как набор правил, которые надо выучить. Если вы знаете несколько языков, то это огромное преимущество. Чем больше систем вы видели, тем быстрее вы замечаете паттерны в новой. Итак, три механизма. Фонетическое кодирование, грамматическая чувствительность и индуктивное обучение. У всех нас они есть, но если язык дается вам особенно тяжело, скорее всего, один или несколько из них просто не получали нужной тренировки. Попробуйте начать с малого. Одно сортировочное упражнение в неделю, 10 минут шадоуинга в день, один короткий текст на двух языках для сравнения. Не нужно бросаться менять все и сразу, так как изменение данных способностей требует времени и регулярности, и лучше работает, если сопровождает ваше регулярное изучение языка.